Всех приветствую, с вами Иван, основатель самой многообещающей онлайн-школы английского языка Motivated School. И в этом видео вы узнаете, как я стал преподавателем английского в 18 лет, а также как у меня получается совмещать полноценную учебу в университете с довольно-таки непростым рабочим графиком. Все началось в возрасте примерно 15-16 лет, когда я начал прилагать уже осознанные усилия для того, чтобы изучать английский язык. А до этого, как и многие, я просто занимался в обычной школе. Иногда выполнял задания, иногда не выполнял, и особых результатов это не приносило. И английский язык всегда давался мне с небольшим трудом. Однако я был замотивирован. Дело в том, что в тот момент меня очень сильно интересовала рок-музыка. Я слушал такие группы, как, дай бог памяти, Metallica, Slayer, Anthrax, Pantera, Megadeth и многие-многие другие. Кстати, кто их тоже слушает, в комментариях жду вас, единомышленники. И надеюсь, в душе я все-таки остаюсь музыкантом, несмотря на нехватку свободного времени, даже для того, чтобы просто прослушать какой-нибудь любимый трек. Естественно, моими целями тогда еще было не только написание музыки, а, например, коммуникация. Простая коммуникация с людьми другой культуры. Также я очень хотел читать книги на английском языке, смотреть сериалы, смотреть фильмы, которые до этого я, например, смотрел на русском. Мне очень-очень было интересно, как же это все-таки звучит в оригинале. И на протяжении всего изучения английского языка это занимало довольно-таки много времени. Но это было настолько интересным, что я даже не замечал, как это время проходит. И на самом деле сейчас, если меня спросят, ты жалеешь об этом? Нет. Я никогда не жалею о том, что я начал изучать английский, что я вложил в него достаточно много времени. Потому что если ты хочешь что-то получить, ты всегда должен что-то отдать. То есть инвестировать. Либо время, либо деньги. Иногда это получается совместно. Я в основном деньги не вкладывал в это, потому что у меня было много времени, которое я до этого просиживал. Не буду говорить в чем, но то есть я просто бездельничал. И это время просто идеально можно вложить в то, что тебе в будущем принесет какую-то выгоду. Например, изучение английского языка. И я хочу вам посоветовать, пожалуйста, уделяйте максимальное количество своего свободного времени на изучение английского языка. Особенно на первоначальных этапах, когда это нереально важно. 5 минут каждый день, это, конечно, звучит очень заманчиво. Как многие говорят, ой, английский за 5 минут каждый день вы заговорите через месяц, круто. Но это не так. Если у вас, конечно, есть возможность, пожалуйста, уделяйте полчаса, уделяйте час каждый день. Это будет гораздо эффективнее. Будьте замотивированы, пожалуйста. Поставьте себе цели. Исследуйте на пути к их достижению. Английский — это всего лишь средство для достижения целей. Со временем мой английский язык становился лучше и лучше. И в 10 и в 11 классе, да, я пошел в 10 класс, не жалею. Вот, сразу вперед отвечаю на те вопросы, которые мне могли бы задать. И логично предположить, что я сдавал ЕГЭ. ЕГЭ по английскому языку. Это было тяжело. Если я правильно помню, то я его сдал на 97 баллов или 96 баллов, что-то такое. И на самом деле это просто структура. Если ты знаешь структуру, ты ее наработал, ты можешь каким-то образом ее подстроить в свое изучение, то у тебя будут высокие результаты. Потому что, вот, например, если ты дашь ЕГЭ сдать носителю языка, он даже 90 баллов не берет, да даже 80. Потому что тут дело не в знаниях английского, а просто в наработке. Я переписал множество сочинений, там свыше 30 сочинений, для того, чтобы окончательно на экзамене сочинение написать или на 20, или на 19 баллов из 20. Многие могут подумать, что моей мотивацией на тот момент это была сдача экзамена. Да, вы правы, но частично. Также я очень сильно хотел поступить в университет, в котором я, кстати, сейчас учусь. А вот уже оправдались мои ожидания или нет, это тема для другого видео. Если бы вам было это интересно, пожалуйста, пишите это в комментариях. Как вы можете заметить, на пути изучения английского языка на каждой стадии у меня был определенный набор целей. Для начала это что было? Просто коммуникация, написание песен,
Затем это была сдача экзамена, поступление в университет, и теперь моей целью является максимальная приближенность к носителю языка. Возможно, это звучит пафосно, но тем не менее мне все равно, это моя цель. Да, и такой момент, что насколько бы странной ваша цель не казалась окружающим, самое главное, чтобы она заряжала именно вас. Главное, чтобы вы были энергичны, знаешь, как, excited, inspired, и все в таком духе. Вообще, как мысль о преподавании заселилась вот в этой вот голове? Здесь на самом деле все довольно просто. Смотри, если ты можешь делать что-то лучше, чем большинство людей, то ты можешь решать их проблемы. Решать проблемы этого большинства и, естественно, получать какое-то вознаграждение за это. В денежном формате или в каком-либо другом. И на тот момент я уже начал понимать, что вроде бы и знаний у меня хватает, и желание тоже присутствует. И я начал планомерно, потихоньку подготовку к преподаванию. В чем она заключалась? Я делал всякие презентации разнообразные. Я также старался искать новые способы, как объяснить какие-то сложные темы простым языком. Но дело заключалось в том, что вот что-то ты сделал, например, считаешь, что ты добился идеала, что, круче презентацию ты не мог сделать. Но на следующее утро ты просыпаешься и понимаешь, что, а можно было сделать лаконичней, можно было сделать понятней, можно было сделать красивей. И ты опять переделаешь. И так на следующее утро. Потом опять, через месяц, через два. И мой подход к преподаванию в то время реально менялся. Это просто была вот такая вот кривая, которая с одной крайности в другую перепрыгивала. И каждый месяц я улучшал себя. На тот момент мне так казалось. И я считаю, что сейчас я уже прихожу более-менее к балансу. И у меня выстраивается вот эта вот уже преподавательская стабильность, в которой я теперь знаю действительно, что я хочу, что работает, что не работает, как лучше сделать это, как лучше сделать то. И это, конечно, только во время практики ты можешь это понять. Изначально я брал учеников просто за копейки для того, чтобы действительно набраться этого самого опыта, который мне по сей день приносит реальный профит. И я действительно благодарен тем ученикам, которые терпели, скажем так, меня, которые также были заинтересованы в изучении английского языка, как и я на тот момент. И на самом деле я очень многого узнал от них. Я понимаю, что мне еще предстоит многому учиться, мне еще нужно много всего сделать. И каждый день я на шажок ближе к этому. И преподавание каждый день, я каждый день преподаю, оно мне помогает приблизиться к этому. Со временем количество учеников росло. Хотя некоторые уходили, с некоторыми мне пришлось попрощаться, но на их месте приходило 2, то и 3 новых ученика. И здесь мораль в том, что не нужно сдаваться, не нужно расстраиваться из-за каких-то небольших неудач. Они являются некоторыми этапами достижения успеха. Затем я начал расширять свое влияние, и я уже хотел делать что-то не индивидуально для ученика, а для всех. Я решил все-таки начать разработку своего собственного курса, который вышел в свет в июле этого года, в котором я работал практически 5-6 месяцев. Курс называется Learn Them All. Он освещает все 12 времен английского языка, так что если вы когда-либо хотели изучить времена или испытываете в них какие-то проблемы, то всех приглашаю на этом бесплатном курсе. Ссылка будет в описании, также в закрепленном комментарии. Так что, пожалуйста, это моя рекомендация о моем продукте, в котором я уверен, бесплатном продукте, так что вы ничего не потеряете. Этот курс, конечно, можно было сделать и за месяц, и за 2, но на тот момент очень большой фокус моего внимания был направлен на совмещение работы и учебы. И это было нереальным счастьем, когда я хотя бы час или 2 в неделю мог уделить просто на курс, на то, чтобы задание составить, на то, чтобы снять видос или сделать какую-нибудь презентацию. Там, кстати, презентация будет очень классной, поэтому
Обязательно все показывает на то, чтобы вы перешли и заценили этот бесплатный курс. Всех жду там. Если есть какие-то вопросы, опять же, на курсе в комментариях их можно задавать, поэтому я, естественно, своевременно и как вот увидел, у меня есть время, я отвечаю на комментарии. Вообще университет — это такая коварная штука, которая высасывает твое время. И я помню себя хотя бы даже полгода назад, когда я просто выматывал свой организм ранними подъемами и поздним уходом ко сну. Я, получается, с 8 где-то до 2 был в университете, в 2 часа я быстренько обедал, и с 3 до 9 я работал. И потом где-то до 12 я учил уроки и спал примерно 5-6 часов. Это был ужас. И я не хочу, чтобы с тобой было это, поэтому сейчас я тебе планирую дать 4 совета, самых главных совета, которые я извлек из совмещения работы и учебы. Вообще, как это делать эффективно. Так что давай, пожалуйста, послушай меня очень внимательно сейчас. Во-первых, тебе нужно планировать свой день, каждый свой день. Когда ты ложишься спать, когда ты встаешь с утра, это очень важно, потому что ты должен набирать как минимум 7-8 часов хорошего сна. Иначе твой организм просто не выдержит. Во-вторых, ты даже в университете можешь быть продуктивным. Представь себе. Вместо того, чтобы обсуждать с одногруппниками всякую ерунду на переменах между парами, почитай что-нибудь. Я не знаю, чем ты занимаешься, но займись этим в свое свободное время. Также, если у тебя, например, лекция неинтересная, скучная, приди на нее, отметься, но сиди, занимайся своими делами. Может, ты программист, пиши какой-нибудь код, создавай сайт, что-нибудь читай, если ты хочешь просто в общем развиваться. Делай то, что принесет тебе выгоду в университете, даже на парах. Это может быть не очень хороший совет с точки зрения образования, но это хороший совет с точки зрения того, что у тебя будет просто больше времени для того, чтобы ты занимался тем, чем ты любишь, и то, что тебе действительно, вот ты уверен, в будущем принесет какую-то выгоду. Совет под номером 3 заключается в том, что тебе нужно расставлять приоритеты всегда. Ты должен спросить себя, что для меня является самым важным в данный момент? И у какой задачи, у какой цели самый скорый дедлайн? Отвечая на эти два вопроса, ты сделаешь свой список приоритетов. Руководствуясь этим, пожалуйста, расставляй цели на каждый день и выполняй то, что ты считаешь наиболее важным и наиболее эффективным для тебя в данный момент. Ну и последний совет заключается в том, что, пожалуйста, выдели себе хотя бы один день в неделю, когда ты будешь делать то, что тебе нравится. То, что будет тебя эмоционально восстанавливать и также подготавливать к усердной работе уже на следующей неделе. Это может быть игра на музыкальном инструменте, например, как в моем случае. Это может быть, к примеру, поход в кафе или в ресторан с друзьями, девушкой, просмотр фильмов, чтение книг, все, что тебя восстанавливает. Кстати, для меня этим днем является воскресенье, и раньше, я помню, я даже брал учеников на воскресенье, просто исходя из того, что у меня не хватало времени в другие дни, в рабочие дни. И сейчас я понимаю, что это было неправильным решением. Что мы учимся на своих ошибках. Вообще, во время изучения английского языка я допускал много ошибок. И некоторые из них были вызваны тем, что я просто не знал, что такое глагол с окончанием ing. В некоторых случаях это может быть длительное время, как, например, I'm talking to you now. Это может быть существительное, например, как в своем meeting. И на самом деле это реально запутывает. И чтобы ты понял, как использовать глагол с окончанием ing, что это такое, я тебя приглашаю на вебинар 27 ноября, который пройдет в 19:00 по Москве. Всю подробную информацию ты узнаешь по ссылке в описании, а также в закрепленном комментарии. Я уверен, ты не пожалеешь. 27 ноября это воскресенье, и в этот день я буду заниматься тем, от чего я по-настоящему получаю удовольствие. На самом деле, в начале своего пути преподавателя я очень сильно переживал, но переживал я не столько по поводу возможной нехватки знаний или опыта, а потому что я был достаточно молод. У меня даже был такой случай, когда кто-то узнал, что я работаю преподавателем английского языка, и сразу посыпались гневные комментарии в мою сторону, типа:
Ты же даже не закончил учиться, у тебя мало опыта, ты ничего не знаешь и так далее. Вот сначала закончи, получи диплом, и тогда уже будешь преподавать. На самом деле я не понимаю таких людей, ведь окей, хорошо, стереотип о соотношении возраста и опыта — это, конечно, классная вещь. Да, я тоже считаю, что чем дольше ты занимаешься определенной деятельностью, тем больше ты о ней знаешь. Но это не должно останавливать человека от того, чтобы действительно начать. Все начинали с нуля. Чем раньше ты начнешь, тем опытнее в будущем ты будешь. Ключевой момент здесь заключается в том, что независимо от твоего опыта, от количества лет, сколько ты занимаешься этой деятельностью, ты все равно должен постоянно образовываться. Это может прозвучить по-детски, но ты должен быть любопытным. Ты должен постоянно находиться в движении, так же, как и язык находится в движении. Должен постоянно что-то новое читать, потому что ты не можешь в этом мире все перерешать, все перечитать, все переделать, все пересмотреть. Это невозможно. И будь любопытным, хоть тебе 18 лет, хоть тебе 50 лет. Себя я стараюсь образовывать в нескольких сферах, как минимум. И очень сильно мне нравится бизнес английский. И я строю свою онлайн-школу, исходя из этого. Мне это очень нравится, это мне доставляет удовольствие. И каждый день я учусь чему-то новому. Я просто нереально заряжен, когда я занимаюсь этими вещами и когда я рассказываю об этих вещах другим людям. Тайм-коды к этому видео находятся в описании, так что если вы хотите перемотать на определенный момент, можете это спокойно сделать. Более того, все мои контакты находятся в этом же описании, и также ссылка на курс и ссылка на запись на вебинар. Если у вас есть какая-то критика или пожелание, вы можете оставлять ее в комментариях к этому видео. Обязательно всем отвечу. Все комментарии прочту, так как их пока что немного. Это не особо занимает много времени у меня. С вами был Иван, преподаватель английского языка, а также основатель самой многообещающей онлайн-школы английского языка Motivated School. Удачи в обучении. Увидимся!